Welcome each one of you. Очень прекрасная погода у нас, правда? It's such an Вообще awesome не weather февраль месяц outside. в Миннесоте. It's not Я like сегодня ехала, usual. наслаждалась. I was Такая just driving, погода. I was just Я даже не знаю, было ли это когда-то. enjoying it. It's like we've never had that Февраль before. месяц обычно самый In холодный. February, it's usually the coldest month. Да. Ну, мне очень нравится эта погода, так поэтому я думаю, что погода дает нам настроение And I тоже. just love this weather, and I just feel like it gives you a good mood. Я не говорю, что в дождь мы должны иметь депрессию, I'm not saying that when it rains, you should be depressed, но в дождь есть другая изюминка. but even in the rain, there's something good we can see in it. В снег, когда идет, тоже другая When it изюминка. snows, there's also something good in Ну, that. согласитесь, что если даже человека погода влияет на настроение, то солнце всегда всех устраивает. But the weather can affect your mood, but the sun, it just gives you joy. Я хочу сегодня поговорить на тему охлаждения отношений. So today I want to talk about having a cold relationship, hardening your Знаешь, relationship. Бог создал человека, мужчину и женщину, и Бог дал чувства. And God created a male and a female, and И God gave emotions. мы влюбляемся, у нас очень хорошие отношения друг с другом, нам интересно друг с другом. We fall in love, we're excited to spend time together. Но проходит время, и многие люди замечают, что куда-то уходит вот это чувство. But as time passes, some people notice that those feelings, those emotions, they kind of just disappear. То, что раньше ты любил делать, ты не делаешь с этим человеком. То, что тебя влекло к этому человеку, сейчас тебя не влечет. The things that you love to do with that person, your spouse, or now you're just not even drawn to do those things. Знаете, бывает, то же самое происходит по отношению с Богом. Мы, когда влюбляемся, мы очень горим, и нам интересно с Богом, нам интересно то, что Он делает. And our relationship with God can be similar. When we just fall in love with God, we're so excited for what He's doing. Но согласитесь, что не всегда мы такие горячие, не всегда так хорошо с Богом. But not always are we on fire with God and our relationship with Him. У нас есть такие моменты, когда мы приходим в церковь, мы улыбаемся, но на самом деле внутри у нас что-то шкребет, и мы говорим: Господь, что-то не так. There's moments in our life where we show up to church and you can see we're upset and you know something's bothering you. Знаете, мы внутри себя не обманем, что-то не так. Почему, Господь, я Тебя уже так не чувствую, как раньше? And you can't lie to yourself because you're aware that, God, why can't I feel you the way I used Если to? раньше я бежал на молитву и наслаждался этой молитвой, то бывают моменты, когда человек, он просто не может пойти и молиться, ему не хочется. Because at one point you were running to go pray, but now it's like it's a burden for you to go pray. Что-то охладело, что-то остыло. Something got cold. И есть несколько моментов, когда идет охлаждение между Богом и человеком, между мной и Богом. And there are moments that led you to have И я that хочу cold чуть feeling with затронуть God. эти моменты. And I just want to talk about those moments that can lead you to that. Есть момент, когда ты ищешь Бога, вроде бы как бы ты продолжаешь молиться, но нету вот этого присутствия Божьего. Бог забрал это присутствие. There's a moment where God draws you and gives you that feeling of His presence, but then there's moments where God steps away with that presence. И я хочу, чтобы мы вместе открыли место Песни песней. And I want to open up from Song of Songs. 5-6. Знаете, From некоторые chapter богословы 5-6. как бы спорят об этих местах, и некоторые говорят, что это место как пророческое место между Иисусом и церковью. A lot of Bible scholars say that this book, the Song of Psalms, is like a prophetic book that is the relationship between the church and God. Что в этих местах Соломон написал именно отношения между человеком, между церковью и Богом. That Solomon wrote this book to resemble the relationship between the church, person, and God.
Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. So 5:6. I opened to my lover, and he was gone. My heart sank. I searched for him, but I could not find him anywhere. I called to him, but there was no reply. Бывает такое, что ты вроде бы как будто ты делаешь то же самое, ты молишься, ты постишься, ты ходишь в церковь, но на самом деле ты улыбаешься, как будто так же горишь, как и раньше, но на самом деле внутри ты не чувствуешь этого. And maybe you're going to church, and it's like a habit, and you're no longer on fire for God, but you don't even feel God anymore, but you're doing it because you're so used to it. И приходит момент, когда уже ты не чувствуешь Бога. И я просто хочу тебе посоветовать, и вот когда такая ситуация в жизни, когда ты не чувствуешь Бога, тебе не нужно говорить это людям, тебе не нужно говорить это рядом, тебе нужно просто прийти и быть честным перед Богом и говорить с Богом. So when that moment comes, when you lose that relationship with God, when you don't feel Him anymore, you don't have to go to someone and share that with someone. You just need to come to God and just be honest with Him. Ты смотришь, что рядом люди благословляются, рядом у людей все хорошо, у тебя все не так, как у всех. And maybe you see people around you are getting blessed and their life is so good, but you just notice that your life is not where it should be. Знаете, вот эта потеря отношений, ты не можешь понять, почему. Я думаю, что Бог сам просто отходит на время, чтобы мы осознали, что мы потеряли. And when you feel like you lost that connection, that relationship with God, I feel like God just steps aside to just show you what you have lost. Может быть, церковь привыкла быть в своей роли, может быть, мы привыкли быть в своей роли. Кто-то привык быть в роли пастыря, кто-то привык быть в роли служителя. Maybe the church is so used to being in their role and their function, like if they're a pastor or a leader, and they're so used to being that И он person. идет по накатке, по привычке, так как нужно. And they're doing that out of habit because that's what they're used to. И Бога это не устраивает, и Он в сторону отходит, чтобы мы не чувствовали Его и начали искать Его. But God, He dislikes that, and He steps aside to show you that you need Him so that you can feel Him again. Я люблю, потому что меня так научили, мне нужно любить. And maybe you say, I love because that's what I was taught and I need to love. Но Бог хочет, чтобы мы любили, потому что мы любим. But we need to love, and God wants us to love because we truly love and we choose to love. И одна из причин, когда мы перестаем чувствовать Бога, я так думаю, это когда нам нужно двигаться вперед, и мы привыкли быть вот в этой зоне, и мы не хотим двигаться вперед. One reason we stop feeling God is because a moment comes where we need to go forward, we need to change, but we don't want to. We want to stand back. И Бог хочет показать нам, что мы застряли на этом месте. And God wants to show us that we are stuck in Чтобы мы something. начали искать Его и жаждать Его. For us to seek Him and Чтобы hunger for мы Him. искали и рвались, и мы понимали и осознавали, что вот эти отношения охладели. To be aware that this relationship is going cold. Она очень часто выглядит, как будто эти отношения не охладели, потому что мы улыбаемся друг перед другом, и мы делаем все так, как нужно. And maybe it's hard to show people that your relationship is cold because you have a smile on your face and you're hiding it. Но само сердце, оно не обманывает тебя. But your heart, it cannot deceive you. You know. И поэтому, знаете, Бог, Он рискует тем, что Он уходит в сторону. So God, He takes that risk and He steps aside. Потому что есть люди, которые, когда перестают чувствовать Бога, они отходят от Бога. Because there are those people that when they stop feeling God, they actually step away from their faith Они in God. перестают молиться, они перестают искать They Бога, stop praying, they stop seeking потому что они перестают чувствовать Его. because they stop feeling И Him. Бог рискует этим, потому что Его цель, чтобы ты не просто для галочки это делал, So God, He takes that risk because His goal is for you not to do it just out of habit, но чтобы у тебя были горячие but for отношения. you to have these fiery relationship and that hunger with Him. Он хочет вывести тебя. Очень многие люди остаются в таком состоянии, потому что есть уже время, когда тебя Бог хочет выводить.
Because that time comes where God wants to draw you out. И есть, можно так назвать, сезон зрелости. Пришел твой сезон зрелости, тебе нужно идти дальше. Because maybe for you, it's that season of awakening and creating new fruit for you to go forward. И Бог, рискуя отношениями с тобой, но Он всегда будет стоять на своей цели. And God, maybe He's risking His relationship with you, but He stands firm in His decision and His Он goal. хочет благословить тебя, но Он хочет тебя благословить не в этой зоне, где ты уже остался. Он хочет вывести тебя и благословить дальше. He desires to bless you, but He doesn't want to bless you in that season, in that zone that you're in. He wants to take you somewhere else. И очень часто, когда мы не чувствуем Бога, Бог говорит: я хочу вывести тебя из этого левела, я хочу вывести тебя из этого, потому что ты привык. So those times where you may not feel God, it's Him wanting to pull you out of that because you're so comfortable in that zone. Это как женщина, которая так сильно завлеклась, так сильно заботится о своих детях. Она готовит кушать, она убирает, она ухаживает за своими детьми, но она забыла, что она жена. It's like that mother who's all in her motherly job and taking care of her kids and cooking, and then she forgets that she's also a wife, a spouse. Она забыла, что у нее есть отношения с мужем. That she has a relationship with her husband too. Это как мужчина, который приносит зарплату, он одевает семью, он кормит семью, и он думает, что это все правильно. And like a husband that knows that he needs to work and he provides the money and it's all good. Но жена говорит: мне все равно, я хочу хоть в самой дешевой квартире жить с тобой, но я хочу иметь с тобой отношения. But the wife's response is, I don't care. I don't want to live in a fancy house. I need a relationship with you. Я хочу, чтобы ты взял меня за руку, и ты сказал мне, какая я красивая. For you to hold my hand and say, you're so beautiful. Что прошло уже 20 лет, а ты хорошеешь и хорошеешь. That maybe 20 years has passed, but you're only getting more beautiful. Ты самая прекрасная для меня. And you're the most beautiful for me. Бог хочет этих отношений. God also wants this kind of a relationship. Он родил нас, именно мужчину и женщину, чтобы показать, что такое отношения любви. He created a male and a female to show, to resemble that relationship of love. Так же самое Он этим показывает, какое отношение Он хочет с нами. And with that as a resemblance, He shows this is a relationship He wants to have with you too. И одна из причин, когда мы перестаем чувствовать Бога, потому что мы привыкаем к образу нашей жизни. And sometimes when you stop feeling God, it's because you're so used to having this kind of lifestyle. Как я уже говорила, мы привыкаем быть пастырем. You get used to being a pastor. Мы делаем всю функцию пастыря. You do the function of a pastor. Мы привыкаем быть служителем, You get used to being верующим. some leader, a Christian. И мы, может быть, делаем правильные And вещи. you're doing the right things. Но если у тебя внутри действительно правда горит и говорит, что я не так чувствую Бога, как раньше, But something inside of you is saying, and that truth is saying, that I don't feel God like I used to. Бог хочет, чтобы ты остановился и посмотрел внутрь себя. God just wants you to just realize it and look inside of yourself И просто начал искать Бога. and start seeking God. Потому что это остановка, это что-то Бог хочет тебе говорить. Because through that stop, He wants to say something to you. Как я уже говорила, Он хочет, чтобы ты перешел дальше. Because He wants you to go into a new thing, Он тебе хочет further, показать большее. something greater. Сезон зрелости. So a season of being Есть aware and время, awake. когда наши дети маленькие. So there's a season when your children are little. Есть время, когда наши дети подрастают, и им уже хочется что-то купить, и мы говорим: иди, зарабатывай. There comes a time where they grow up and you tell them, well, you got to make your own money. И им Go get it кажется, что yourself. это так тяжело, что это как это на работу пойти, легче у мамы взять деньги. And for them, it seems hard. Like, isn't it easier, Mom, if you give me some money? Но это правильный образ, да, это правильная вещь, когда человек растет, и он становится независимый от родителей. But that's the right way, because when you grow up, you no longer rely on your parents. И очень часто детям не нравится это, потому что они привыкли быть в детском образе.
And children, they don't like that. They don't like that growing up because they're so used to being that child. Так же самое и с Богом. Он хочет, чтобы у нас был сезон зрелости. And also God, He wants that season where we Он ripen хочет, чтобы мы выросли. to grow up. И поэтому бывают такие моменты, когда мы не чувствуем Бога, And maybe those moments when you don't feel God и мы думаем, что Бог не говорит. and you think God is not saying anything Но to you. это также язык Бога. But that's also God's language. Именно в этой тишине, в том, что мы не чувствуем Его, Он говорит нам. In that silence, the fact that we don't hear Him, He is speaking to us. Согласитесь, когда человек так свойственный, когда он теряет что-то, Because humans, the way they are made or created, when they lose something, тогда он только понимает и ценит то, что он потерял. only then do we cherish what we lost. Когда мы любим человека и мы разлучаемся на время, When we love someone and we go our separate ways for a moment, мы начинаем понимать, что мы любим этого человека, start мы to начинаем realize- скучать. we love this person, we start missing them. Мы начинаем вспоминать, и мы понимаем, что мы знаем этого человека, ему нравится именно вот такое кофе, ему нравится именно такая еда. Things just come into our mind, what they like, we think about them, we just know their own personal И characteristics. бывает, что Богу нужно уйти в сторону, чтобы мы поняли, что мы потеряли и за что мы скучаем. And God sometimes needs to step aside so that we can become aware of what we cherish, what is important, what do we miss in God. Бог не может быть там, где ты застрял. Because God cannot be there with you where you are stuck. Он не согласится застревать вместе с тобой вот здесь. He is not agreeing to be stuck with you. И даже если ты застрял, Бог будет идти дальше. And even if you're stuck, God will continue to go forward. Но вот то, что Он молчит, это Его речь, это Его разговор, Божье молчание, и когда ты не чувствуешь Его. And the fact that He is quiet, that is His language. The Это fact that you don't один из hear Him, Божьих языков. that's one of His languages. Чтобы мы просто сели и стали взрослеть и рассуждать. So that we can sit down and just question it and mature and ask ourselves why. Я хочу затронуть другое молчание Божье. And I also want to talk about another silence or quietness of God. Другое, тебе кажется, что это охлаждение, что And Бог maybe не if- говорит тебе. And maybe you feel like this is a form of drawing cold in your relationship with God because God is not speaking to you. Я хочу открыть Псалом 21, 24. And I want to read from Psalms, Даже 22, я извиняюсь. Psalm 22. 1, 2, 3. Псалом 21, 1, 2, 3. So Psalm 22, verses 1 through 3. Давид, Божий муж, который знал Бога, который имел отношения с Богом, имел времена, где Бог молчал. So David, he was a man of God. He had that relationship with God. But there were moments where God was quiet and was silent, was not speaking to him. И он мучился от того, что Бог не говорит ему. And he was suffering from that God Потому was что- not talking to him. Он привык к отношению с Богом, он привык, что Бог разговаривает с ним. He was used to that relationship and that communication with Он God. привык, что Бог оберегал его и благословлял. He was used to that protection that God had for him. У Давида было отношение с Богом, Because David, he had that relationship with God. но в этих отношениях Бог молчал But иногда. even in that relationship, God was silent and quiet. И Давид говорит: Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. My God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help? Every day I call to you, my God, but you do not answer. Every night you hear my voice, but I find no relief. Его не устраивало это состояние. He Он didn't like кричал that. до Бога и говорил: я не могу, если ты молчишь.
He wasn't okay with that silence. He was crying out to God. Он искал Бога. He was seeking God. И дальше он говорит, но ты свят. But then further on he says, but you are holy. Он не перестал, он не ушел из церкви, он не перестал молиться, он не перестал поститься, он не сказал, я не верю такому Богу. He didn't leave the church. He didn't stop praying or praising God. He didn't say, I don't believe in this God. Но он сказал, ты святой Бог. But he said, no, you are so Ты holy. знаешь. And you know. Ты знаешь, Боже. And you know God. Знаете, слово «освящается» означает поменяться, осветиться. And when you become enlightened, Holy, святой, to be holy, это означает другой, не такой, как этот мир. that means that whatever you are calling holy, it means it's different. It's not of this world. Что такое святость? Это осветить, изменить, быть другим. So what is holiness? That means it's to sanctify, to make something holy and be different, set apart. Знаете, иудейский кодекс святости начинается с того, иудейский кодекс святости, как иудеи определяли, что ты святой. So how did Начинается the с Jewish того, people say что- that you are holy? когда ты принимаешь странников в свой дом. They considered you holy if you take a foreigner or Когда ты someone you don't know into your помогаешь home, нуждающимся. when you help those in need, Когда ты выходишь из этой зоны комфорта, when you step out of that comfort zone, когда ты не в обществе, где тебе выгодно, а ты в обществе, которое униженное. when you hang out in a community where it's not maybe pleasurable for you, but because you need to be there. Когда ты не со здоровыми, а ты с больными, и When ты you're not- вытаскиваешь их when you на are with свой the sick. уровень, ты помогаешь им. When you're with the sick and you take them out onto your level and you help them. Бог, Он с больными и с нуждающимся. Because God is with the sick and the needy. И другими словами, Давид говорит, но ты свят, Господь, ты не такой, как эти люди. And David says, no, God, but you are holy. You are not like Посмотри, these что я people. нуждаюсь, и я больной. See that I need you and I'm Ты sick. свят, Господь. You are holy, God. Ты не такой. You're not like them. Давид верил в Бога. David, he believed in Он God. понимал, что это молчание Божье. He knew that this silence of God, Это что-то внутри должно произойти, поменяться, потому что Бог молчит. Что-то здесь не так. that means something inside of him needed to change, because if God is silent, that means something's wrong. Церковь, мы должны понимать, что мы не можем без Божьего присутствия. И если Бог молчит, то Он что-то говорит, когда Он молчит. In church, we need to understand that we cannot be without God's presence. And if he's silent, that means he's saying Это something to us. состояние, когда ты любишь человека, ты не можешь, ты всегда общался с ним, но он замолчал. And that condition, and like, for example, a relationship, when you love someone and И Бог- you see they're silent, they're Бог not talking to you. молчанием кричит. And God, he's screaming at you with his Он silence. молчанием кричит, обратись ко мне, потому что я свят. Turn to me because I'm holy. Я не как человек. I am not like man. Скажи и согласись, что ты нуждаешься во мне. Just agree and realize you need Согласись me. и скажи, что ты больной, и ты не можешь без меня. Just agree that you are sick and you can't be without me. И потому что я свят, я приду. And because I am holy, I will show Потому что up. я не человек. Because I'm not a person. И мне не безразлично твое отношение ко мне. And I care about the relationship И you я не have хочу, for чтобы me. ты сдался и ушел, и And не I don't want you молился. to give up and leave. Я хочу, чтобы ты повернулся ко мне, And I want you to turn искал to me, меня, to seek me. потому что я есть твой Бог, я свят. Because I'm your God and И I'm я holy. молчанием кричу к тебе, And with my silence, I'm Взывай ко screaming мне. out to you. Ревнуй Call обо out to мне. me. Hunger for me. Ненавидь состояние, где нет меня, Hate that condition where you Ищи don't feel меня. me. Seek me. потому что это и есть настоящее отношение с Богом. Because that is a true relationship with God. Это и есть настоящая жажда, настоящая ревность. It is that true hunger. Это как женщина, которая устала от того, что мужчина только зарабатывает деньги. It's like that woman who's just tired of her husband just making that money. Она хочет любви, она хочет She отношений. wants that love, that romance. Это как мы
мужчина, который устал ждать свою жену, а она только с детьми и с детьми. It's like that spouse, the husband Она who's хочет tired of the wife only отношений. doing chores and housework. He wants that romance, that intimacy. Святость — это когда Бог приходит. Holiness is when God shows up. He comes. И святость, она не может быть ощутимая, если ты не ощущаешь, когда ее нету. And holiness can't be sensed if you don't feel it when you don't, Поэтому when it's not есть there. время, когда Бог уходит в сторону, Because there comes a time when God steps aside чтобы ты понял, и ты почувствовал, как ты хочешь, и что ты потерял, for you to be aware and understand what you have lost и чтобы ты возжаждел, and to hunger to get that back. чтобы ты возжаждел, и святость пришла Божья. To hunger that, and then that holiness will come down. Я хочу поговорить о другом молчании. And I also want to talk about a different silence. Это когда Бог так же само, Он хочет благословить нас, And God, He continues and wants to bless us. но Он хочет укрепить нашу веру. But He also wants to strengthen our faith. Он хочет, давайте мы откроем Луки 22:49. So let's open up the book of Luke, chapter 22. Луки 22, 31, 32. Я изменяюсь. So chapter 22, verses 31 through 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Peter said, Lord, I'm ready to go to prison with you and even die with you. Я хотела 31-32. So from verses 31 through 32. Когда Иисус разговаривал с Петром, So when мы все Jesus знаем was talking to Peter, эти места, да? Что он отрекся 3 раза, that we и know that потом he Иисус вернулся к нему. renounced God and said he did not know him, but Заметьте, Jesus что still Иисус came back to him. сказал: но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Он не молился о том, чтобы сатана не рассеивал. Notice that he pleaded that his prayer would not fail. He didn't pray that they would not be scattered. Есть время в жизни у человека, он молится, он горит, но что-то происходит в жизни. Because when a person is praying and they're on fire for God and something happens, Он молится за какую-то вещь, чтобы дети состоялись, а они не состоялись. they're praying for a specific issue and maybe for their children. Кто-то, может, заболел у тебя, муж заболел, жена заболела. Maybe someone got sick in your family, your husband, your wife, И ты молишься, и ты видишь, что Бог не отвечает. and you're praying and you see that God is not answering you. И Иисус тут говорит: я не молился, Он не молился о том, чтобы ушли эти ситуации. And Jesus shows here that he didn't pray that these situations would leave you, Но Он молился о том, чтобы вера утвердилась. but he prayed that his faith will prevail, will be stronger. Есть другая сторона молчания Божия, когда Он выводит тебя на веру, на крепость, на твердость. And this is another way of God's silence, where he takes you into a higher level of faith. Когда Бог молчит, и ты думаешь, что Он тебя забыл, When God is silent and you think he has forgotten you потому что ситуация в жизни показывает, что Бог не отвечает. because of a specific situation, you think God is not answering you. Бог молится за тебя, чтобы вера твоя But сохранилась. God is praying and pleading for you that your faith will be protected. Он молится, чтобы никакая ситуация в жизни не пошатнула твои отношения. He's pleading for you that no situation will shaken you. И когда Бог не отвечает на наши молитвы, And when God doesn't answer your prayers,
Мы думаем, что это Бог не отвечает, We think God is just not answering us. но это сатана, But it is Satan который рассеивает, is the one that sifts you чтобы было like the wheat, сомнение. so that you will have that doubt, Он хочет тебя сбить состояние этого. to take you off of your faith. И ты иногда думаешь, что где же Бог? Он всегда был со мной, And you say, where is God? He's always been with me. и Он не отвечает. And He's not answering me right now. Но, наверное, пришло время показать твою веру, But maybe this is the time for you to show your faith. показать веру ангелам, To show бесам, the faith, дьяволу, the faith Богу, you have. Show them показать to твою angels, собственную веру demons, самому to God. себе. To show the faith you have even to yourself. Потому что, когда Бог не отвечает, это не значит, что Бог забыл о тебе. Because when God is silent, He's not answering you, doesn't mean He forgot you. Что-то происходит, все равно внутри тебя происходит. Something does still change inside Что-то of you. переплавляется и меняется. Something changes Ты inside of просто you. стой в вере. Just still stand Ты firm просто on your верь faith. Богу больше, чем Just обстоятельства. believe God more than that Ты просто situation. понимаешь, что у Бога есть такой язык молчания. And just believe that God does have that language of silence. И Он, может быть, молчит сегодня тебе. And maybe He's silent today. И рядом кто-то тыкает тебе пальцем и говорит: а, где же твой Бог? Someone's poking at you and saying, well, where's your God now? Да и сам ты внутри себя борешься с этими мыслями. Где же мой Бог? And maybe you are battling with those thoughts. Where is God? Ну покажи веру. But show your faith. Верь в то, что Бог за тебя и на твоей стороне. Just believe that God is with Пройди you and He's on через your это. side. Go through it. Знаете, Бог никогда не говорил, что церковь будет в идеальном состоянии. We И were все never будет promised гладко. that church would be perfect and everything would go smoothly. Но Бог хочет, чтобы мы стали сильные в Его имя. But we need to become strong in His Чтобы мы name показали, что мы верим не обстоятельствам, а Богу. so that we show that we don't believe the situation and the issues, we believe God. Через эти ситуации мы просто должны пройти церковь, That through those problems, we just need to get through чтобы стать сильнее. to become stronger. Давайте я сейчас открою еще другое место. I also want to read from a different. Когда Петр отрекся от Иисуса 3 раза, When Peter said that he did not know Jesus 3 times. то, что Иисус его предупреждал. And Jesus, He actually foretold him. Потому что Петр отрекся, потому что он не знал Иисуса в его видении и в его цели. The reason he renounced God is because he didn't see God in his vision what He was going to do. Он знал, что он Бог. Yes, he knew He was God, И то Иисус сказал: это не ты, это тебе Бог сам открыл. even though Jesus told him it's not your own knowledge, but God Himself revealed that to you. Но он не знал, как себя вести без Бога, But he когда didn't Бог know how to в тишине. Without God, when it was silent, when God Когда was Бог not next to him. молчит, он растерялся. When God was silent, he got Потому all что он видел confused. Бога всегда защищающего и отвечающего. Because he always envisioned God and saw God as the God who answers and protects him. И он растерялся. And he got lost. И очень часто мы в жизни растерялись, когда нам Бог не отвечает и в тишине. And in life, we can get confused and lost when God is silent. Знаете, некоторые люди даже уходят, обижаясь на Бога и на других людей, Some people get offended by God and by people, and they step away from their faith. и они полностью уходят. And they give it all away. И я хочу просто прочитать от Иоанна, 21 глава, 3, 4, 5 и 6. Я буду кусочками читать. I want to read from John chapter 21. Симон Петр говорит им, после того, как все это случилось, So this is Simon Peter saying all this after this happened. когда Иисус вроде бы как ушел, и Петр остался один, When Simon Peter thought that Jesus left and he was alone, Иоанна глава 21, 3 говорит, Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. so Simon, from verse 3, Simon Peter said, I'm going fishing. We'll come too, they all said. So they went out into the boat, but they caught nothing at night. Знаете, когда приходит состояние тишины,
So when that moment of silence comes охлаждение в отношениях, and your relationship gets cold человек не видит ответа, and a person doesn't see their answer он возвращается туда, что он привык делать. and they go back to what they're used to, their past life. Он возвращается, Петр вернулся ловить рыбу. Like here, we see that Peter went back to going fishing. Он вернулся в свою прежнюю жизнь. He went back into his past lifestyle. Но он ничего не словил. And you see, he didn't catch anything. Потому что без Бога ничего у тебя не получится. Because without God, nothing will work out for И you. это Бог показывает, что ничего не получится. And God wants to show you that nothing will work without Him. Потому что то, что я молчу, это не цель того, чтобы ты ушел. And because I'm silent and quiet, the goal is not for you to leave from me, Это цель того, чтобы ты повзрослел, помудрел и пошел дальше. but the silence is there so that you will mature and go further with me. И Бог тебе говорит, не возвращайся в ту жизнь, где ты был, And God is saying, don't go back into your past потому что lifestyle, ты ничего не словишь там. because without me, you won't catch Ты anything. не словишь там без меня ничего. Without me, you won't catch anything. Даже если, когда я молчал, ты думал, что у тебя ничего не получалось, и я не отвечал тебе, Because when you thought I was silent and you were not getting those answers, это временно для того, чтобы ты прошел и укрепил свою веру, и я хочу тебя благословить. it's for you to strengthen your faith, because I do want to bless you. Но я буду благословлять тебя своим путем, но не твоим. But I will bless you in my way, not your way. И Петр ушел и начал ловить, и ничего не словил. So when Peter went to go fishing, he did not catch anything. 4 стих. «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус». And verse 4, at dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» В английском meat, мясо. Они отвечали ему: «Нет». Well, in verse 5, it says, he called out, fellows, have you caught any fish? And they said, no. They replied, no. И я хочу тебе сказать, что Иисус тебя не оставил. And I want to tell you that Jesus, he did И not даже если forsake you or ты leave you. внутри сдался, и ты пошел в свою старую жизнь, Он не оставил тебя. And maybe you feel like you failed and you went back into your past lifestyle. I want to tell you, he did not leave you. После твоих ошибок, как бы тебе тяжело не было, не скребло, утром Иисус стоит возле тебя. And even after those mistakes and those things that you did, even if it's painful, in the morning, И he's даже waiting for you. сейчас, когда ты ушел, и ты оставил, и пошел в свою старую жизнь, ты можешь осознать свою ошибку и вернуться к Иисусу. And even if right now you are going back into your past lifestyle, you can change. You can be aware of it, and God will come back. Иисус — это тот, который дает себе всегда возможность вернуться. Because Jesus is the one who always gives you an opportunity to come back. Потому что Он любит тебя. Because he loves you. Потому что Он еще не сдался. Because he Ты has уже, not может, сдался, given но up Он on не you. сдался. Maybe you gave up, but Он he did все not give еще up on верит you. в тебя. He still continues to believe И Он in you. стоит и говорит: And he's standing and saying to you, когда ты меня предавал, я тебе давал хлеб, when you were betraying me, I was still giving you bread. и ты ушел в свою старую похлебку, ты вернулся в ту жизнь, где ты жил, And you went back into your lifestyle, и your твои old сети ways. пустые, потому что ты видишь, что ничего у тебя не получается. But your nets are empty and you can't do anything. Осознай эту ошибку, повзрослей и вернись ко мне, Just be aware of it, mature, and realize and come back и to я me. тебе дам мясо. And I will give you meat. Я тебе дам мясо, I will give you meat. потому что эта ошибка сделала тебя взрослее. Because that situation, it actually matured you. Тебе только нужна была тишина, осознать это и понять. You needed that silence so that you can be aware of it Иисус and хочет grow тебе up. дать мясо. Because God wants to give you that fish, Когда that Он meat. молчит, это не значит, что Он не говорит. When he's silent, when it's quiet, it does not mean that he's not speaking. 6 стих, Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. And we see further down in verse 6, then he said, throw out your net onto the right-hand side of the boat, and you'll get some.
So they did, and they couldn't haul in the net because there was so many fish in it. Без Иисуса ничего не получится. Without Jesus, it won't work out for Как you. бы мы ни думали, какие бы мы умные не были, не получится. No matter how smart or clever you are, it just will not work out. Тебе просто нужно пройти через это. You just need to go through Тебе this просто нужно показать веру. to show your faith, Не сдаваться. to not give Я up. тебе серьезно говорю. Есть время в жизни, когда Бог молчит. There is that moment in life where God is quiet, Но Он хочет, чтобы ты в этой тишине поразмышлял, but in that silence, He wants you to just порассуждал, think on it. начал жаждать, что такое происходит. Just stir up that hunger and ask, why? Why is this happening? Понимаете, как я уже говорила, не так многие знают, что Бог делает. Because many of you know how God moves, Но and the только way He те, is. которые имеют отношение с Богом, знают, почему Он это делает. But only those that have that relationship with God know why He's doing Только what He те, is. которые имеют отношение с Only Богом. those that have that relationship. И после того, как Петр отрекся 3 раза, So after when Peter renounced God 3 когда times, он пошел и увидел, что нет, and then he это saw, no, Господь. this is God. This is my Lord. он узнал Бога. He recognized Him. И когда Иисус ему говорил, любишь ли ты меня, And when Jesus asked him, do you love me? в этом процессе что-то поменялось в Петре. In that process of that question, something changed in Peter. В процессе, когда он предал Иисуса, From that moment where he rejected Him, он вспомнил, что Иисус ему говорил he remembered what Jesus was saying to him про сатану, про все. about Satan. Он вспомнил это. He remembered Он it. рассуждал. He was thinking on Он it. осознавал. He was aware of it. И он понял, что Иисус его не оставил. And he Он realized, не wow, поставил Jesus крест на did нем. not reject me. Он не поставил крест на нем. He Он did все not еще forget about работает me. с He's тобой. continuing to work Он on все me. еще верит в He тебя. still believes in Да, me. он молчит, Maybe he's но он silent, с тобой. but he's still with me. Потому что это разговор Божий, молчание. Because that is one of the languages of God. Это The его silence, речь. the quietness. That is one of His languages. Когда Бог молчит, Он говорит. When God is quiet, He's still speaking. Просто мы должны научиться We слышать, just почему need to Он learn молчит. how to hear that and see why is He И quiet. что-то с Петром произошло, потому что когда Иисус его спрашивал, любишь ли ты меня, So something happened in Peter, and when Jesus asked me, do you love me? он говорит так, Господи, He replies, yes, Lord. ты знаешь. You know that. Поэтому, церковь, Бог молчит, So God, He is silent потому что Он работает над тобой. when He's working on you. Потому что у кого-то Он хочет увидеть веру. Because maybe in someone He wants to see their Кому-то Он faith. говорит, где твоя жажда, ты привык ходить Maybe through that повседневно silence He в wants to церкви tell каждый someone, раз. where's that hunger you're so used to? Just Кому-то, coming to может быть, church люди out of тыкают habit. пальцами и говорят, посмотри, у тебя в семье ничего хорошего нету. Maybe someone's poking at you and saying, well, look at your life. Look at your family life. Nothing Да и good is сатана from тебе it. уже на мозг капает, это правда, это правда. And maybe Посмотри на Satan's telling you, yes, обстоятельства. this is true what they're saying. Look at your situation. Но Look я what's хочу тебе going on. сказать, Бог не оставил нас. But God, He did not leave Он не you. оставил нас. He did not leave you. И придет время, And that time will come когда Бог покажет свою славу. when God will reveal His Он glory to you. спустится со своей славой. He will come down Не with так, His как этот glory, мир. not the ways of this И world. те, которые смеялись над тобой And those that laughed at и you говорили, почему же у тебя в семье такое and произошло, poked at you and said, well, why did this happen to your family? сам Бог закроет им рот. God Himself will shut their mouth. Но мы должны ходить и верить в Бога. But you need to walk and continue to have Внутри that себя. faith in God inside of you, Понимать, to be realizing and aware of it, что Бог молчит сегодня. that maybe God is Не quiet потому, right now что in Он this забыл moment. меня. Not because He forgot Не me, потому, что Он оставил меня. not because He forsaken me or Но left me, Он мне что-то говорит. but there's something He wants to tell me. Он хочет что-то мне сказать своим молчанием. He wants to tell me something with His quietness. И если у тебя действительно были отношения к Богу, And с if you did Богом, have that и true ты relationship переживал with вот God, эту любовь, and you felt His presence and His love,
Ты не сможешь быть спокойной в таком You состоянии. won't be able to just be calm in that kind of, Я тебе говорю, что ты quietness. поймешь you'll be aware язык Божий. and understand His language. Ты почувствуешь Его молчание, You'll actually sense His quietness потому что твое сердце, оно не обманет тебя. because your heart, it will not lie to you. Ты будешь видеть, в чем проблема, You'll realize and see the issue, the потому что problem, Бог не оставил тебя. because God did not leave you. Он молчал, Yes, He was Может quiet, быть, He was молчит. silent, and maybe He is silent right now, но Он не оставил тебя. but He's not gone. He's with you. Он не поставил крест на тебе. Очень часто люди сами себе ставят крест. He did not cross you out. Maybe people cross themselves out. Я хочу просто сейчас помолиться And right now I want to pray и поблагодарить Бога and just thank God за то, что Он не оставляет нас that He в never таком leaves us, состоянии, even in the которое condition we're in, неправильное the состояние. condition, the bad condition that we live in. Да, Он рискует нашим отношениям, что мы можем развернуться и уйти, And maybe He takes that risk потому with что our мы видим, relationship что with Him. Бог не отвечает. And because sometimes people do leave because they don't hear God's Он answer. рискует этим, He risks it. что Он может потерять тебя. He can risk it because He can lose you with Но Он that понимает, silence. что без этого But He also understands ты уже потерянный. that without that silence, you're already gone. Ты сам себя потерял, Because you yourself не can Бог. lose yourself, not God. Поэтому Бога не устраивает это состояние, This не is why устраивает God- эти отношения так же. He's not okay with that condition. He's not okay with that kind of a relationship. Но, как я уже говорила, Он не будет с тобой, со мной стоять там, где я застряла. But God, He also will not be stuck there with you where Он you're хочет at. двигать тебя, He wants to continue to move углублять тебя, and to move you, укреплять тебя. strengthen you. Я благодарю Тебя, I Господь, thank you, God, за то, что Ты живой. that you are living. И я прошу Тебя, Господи, Ты говори, Господь, даже молчанием говори к нам. Speak to us, God, even through that quietness, Дай that нам Твою silence. мудрость, Господь, Give us your wisdom слышать это to молчание, hear that silence, распознавать это to молчание, discern it and потому что в realize why молчании is Ты that silence говоришь, there. Господь. Because then you do speak. Когда нам кажется, что Ты оставил нас, When we think you forgot us, когда мы не чувствуем Тебя, we don't feel you. когда мы кричим до Тебя, но Ты When we молчишь, cry out to you and you're silent, да не отвернется никто во имя Иисуса Христа that от no Тебя, person turn away from you, да не God, поставит никто себе крест. that no one will cross themselves out. Дай нам познать Тебя глубже, Господь, Let us know you more in a в deeper Твоем way, характере, the way you are, in your в personality, Твоих привычках, in your habits, в том, как Ты говоришь the нам, way that you speak to us, потому что мы Тебе не безразличны. because you care about us. Укрепляй нашу веру, Господь, в Тебя. Strengthen our faith, God, in you. Утверждай нас в себе. Strengthen yourself in us, God. Дай нам находить время, Господь, Help us find that time для общения с Тобой. to spend with you, И даже communicate with если Ты you. в этом общении And молчишь, even in that time, maybe you're silent. дай нам понимать, что это не значит, что Ты не говоришь. Let us be aware that it's not because you're not speaking. Дай нам просто пройти через это, Let us just go through it, вырасти в вере. to grow in our faith. И когда Ты нас спросишь, любишь ли Ты меня, And when you ask us, do you love me? внутри нас что-то поменяется. Something will change И мы inside of us. скажем: так, Господи, Ты And we will знаешь, reply, yes, Lord, you know. Ты видишь, что я люблю You Тебя. know and you see that I love you. Даже если я предавал Тебя, Even if I have betrayed you, Ты меня не оставил. you did not leave me. Ты мне показал, Господь, что без Тебя я не могу ловить рыбу. You showed me that without you, I can't go fishing. I can't go catch anything. Ты мой Бог, Ты мой Царь. Because you are my God. You are the King. Ты слава, Ты святой. You are the glory. You are holy. Ты не такой, как этот мир. You are not like this world. И я хочу иметь отношения с Тобой. And I want to have that Я relationship with хочу you. учиться от Тебя. I want to learn from you. Научи меня Teach me познавать, Господь, время. to discern time. Когда Ты молчишь, When you are quiet,
когда Ты говоришь. when you are speaking. Я благодарю Тебя, Господь, Thank you, God, за то, что Ты не такой, как этот мир. that you are not like of this world. И Ты даешь, Господь, возможность восстановиться. And you give us that opportunity to be И restored, Ты даешь возможность укрепиться. to be strengthened. Я благодарю Тебя за все. Thank you, God, for everything. Я благословляю каждого, I Господь. bless each one of these people Я sitting here. благословляю I каждого. bless each person. Во имя Иисуса In Христа. Jesus' name, Аминь. amen. Аллилуйя.